что на самом деле лежит на дне Марианской впадины. Никто не знает точно. И это не метафора. Люди побывали на Луне 46 раз, а на дне самой глубокой точки планеты – трижды. В 2012 году исследовательский аппарат поднял со дна образцы грунта, внутри которых обнаружили живые микроорганизмы, питающиеся веществами, которых по всем законам химии там быть не должно. Но это меркнет на фоне того, что зафиксировали гидрофоны в 1997 году. Звук такой мощности, что его источник должен был быть крупнее синего кита в несколько раз. Источник не нашли. Глубина убивает не только людей. Она убивает объяснение. В 1997 году гидрофонная сеть Национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировала сигнал в районе Марианской впадины. Специалисты назвали его «блуп». Звук повторялся с интервалами, нарастал по амплитуде и был слышен одновременно на станциях, разнесенных на 5000 километров друг от друга. Это означало одно – источник звука обладал мощностью, которую не способно развить ни одно известное морское существо. Официальная версия появилась только через 15 лет – ледник в Антарктиде. Но станции слежения зафиксировали источник сигнала в северо-западной части Тихого океана, а не у берегов Антарктиды. Координаты не совпадали, объяснение не объясняло ничего. В 2014 году японский исследовательский зонд Kaikom-K2 опускался в зону Challenger Deep, самую глубокую точку впадины на глубине почти 11 километров. На отметке 8000 метров камеры зафиксировали движение. Ни течение воды, ни дрейф частиц, направленное последовательное перемещение объекта размером не менее 3 метров. Объект двигался горизонтально вдоль склона, затем резко изменил направление и ушел вниз. Запись сохранилась. Биологи из Токийского университета изучали ее 4 месяца и в итоге написали в отчете одно слово – «не идентифицировано». Годом ранее американский беспилотный аппарат Нирей погрузился в ту же точку и перестал выходить на связь. Официальная версия – разрушение корпуса под давлением. Давление на той глубине составляет 1100 атмосфер, и Нирей был спроектирован с тройным запасом прочности именно для работы в этих условиях. На поверхность поднялись только мелкие обломки пенопластовой оболочки. Металлические компоненты, двигательная система, камеры не нашли ничего. При разрушении под давлением аппарат схлопывается, но не исчезает. В 1985 году советское исследовательское судно «Витязь» проводило картографирование дна впадины с помощью гидроакустических датчиков. На глубине около 6000 метров приборы зафиксировали тепловую аномалию. Участок площадью около 2 квадратных километров с температурой на 4 градуса выше окружающей воды. Никаких вулканических структур в этом районе картографирование не выявило. Аномалия держалась 7 часов, затем исчезла. Координаты внесли в журнал и засекретили. Документ рассекретили только в 2003, когда советского флота уже не существовало. Исследователи из Вудсхоллского океанографического института в 2019 году опустили на дно серию автономных датчиков движения. Через 72 часа 12 из 16 датчиков перестали передавать данные. 4 оставшихся зафиксировали вибрации с частотой, характерной для перемещения крупного биологического объекта, ни механического, ни геологического. Один датчик перед отключением передал последовательность импульсов, которую специалисты по биоакустике описали как ритмическую структуру с признаками повторяемости. Проще говоря, что-то внизу двигалось, и это движение подчинялось определенному ритму. На дне Марианской впадины нет света. Давление уничтожает любой незащищенный объект за секунды. Температура держится около 2 градусов выше нуля. По всем расчетам, крупная жизнь там невозможна. Но именно там камеры фиксируют движение, датчики улавливают ритмические вибрации, а аппараты с тройным запасом прочности бесследно исчезают. На глубине 11 километров не существует солнечного света. Фотоны не проникают глубже 200 метров, но это физический факт, не допускающий исключений. Именно поэтому запись, сделанная зондом Кайко в 1995 году на глубине 10900 метров, до сих пор не получила объяснения. На кадрах отчетливо виден источник свечения. Не биолюминесценция, не отражение от собственных прожекторов аппарата, которые в момент съемки были отключены для экономии энергии. Ровное, почти белое свечение исходило снизу, из-под слоя донного осадка. Площадь светящегося участка составляла не менее 50 квадратных метров. Биолюминесценция – единственный известный источник света на таких глубинах. Работает иначе. Она точечная, кратковременная, привязана к конкретному организму. То, что зафиксировал Кайко, было стационарным, равномерным и исходило не от живого существа, а из грунта.
Японские океанологи предложили версию о хемилюминесценции, да, химической реакции в донных отложениях. Расчеты показали, что для свечения такой площади и интенсивности концентрация реагирующих веществ должна была бы быть в 1000 раз выше любых зафиксированных показателей для этого района. Версию тихо закрыли. В 2012 году аппарат Джеймса Кэмерона Deep Sea Challenger совершил одиночное погружение в точку Challenger Deep. Кэмерон провел на дне 2 часа 40 минут. В интервью после погружения он описал дно как лунный пейзаж и добавил одну деталь, которую большинство изданий проигнорировали. В дальней зоне обзора, примерно в 100 метрах от аппарата, он наблюдал слабое свечение, которое не мог объяснить. Собственные прожекторы Deep Sea Challenger не давали такого угла освещения. Кэмерон упомянул это один раз и больше к теме не возвращался. Годом позже группа исследователей из Гавайского университета анализировала архивные записи погружений в Марианскую впадину, начиная с 60-х годов. Они обнаружили, что упоминания о необъяснимом свечении встречаются в отчетах 7 различных экспедиций — советских, американских и японских. Ни в одном случае источник не был идентифицирован. Ни в одном случае свечение не совпадало с известными биолюминесцентными организмами по характеристикам. Исследователи опубликовали сравнительный анализ в журнале Deep Sea Research. Название заменим на «Исследование глубоководья». Статья получила 3 цитирования за 10 лет. Тема не стала предметом дальнейшего изучения. В 2018 году китайский аппарат Цзяолун зафиксировал на глубине 8000 метров пульсирующее свечение с интервалом примерно 4 секунды. Пульсация продолжалась 20 минут, затем прекратилась. Ритм 4 секунды соответствует частоте сердечного сокращения крупного млекопитающего в состоянии покоя. Это совпадение. Или несовпадение зависит от того, кто делает вывод. Свет на дне Марианской впадины не должен существовать. Но он существует, его фиксируют независимо друг от друга разные аппараты разных стран на протяжении 50 лет, и ни одно из предложенных объяснений не выдерживает проверки цифрами. Гидрофоны слышат то, что недоступно человеческому уху. Они улавливают инфразвук. Частоты ниже 20 Гц, которые распространяются в воде на тысячи километров без потери мощности. Именно поэтому сеть гидрофонов, установленная в рамках системы мониторинга ядерных испытаний, стала случайно лучшим инструментом для обнаружения того, что происходит на дне океана. Никто не планировал использовать ее для изучения Марианской впадины. Но впадина начала говорить сама. В 1997 году блуп был не единственным аномальным сигналом. В том же году гидрофоны зафиксировали еще 2 звука, получивших собственные названия — поезд и медленный дельфин. Поезд — монотонный низкочастотный гул продолжительностью около часа, повторявшийся с точным интервалом в 7 дней на протяжении 4 месяцев. 7 дней — это не геологический ритм. Геологические процессы не имеют недельных циклов. Медленный дельфин — серия нисходящих тональных сигналов, структурно похожих на эхолокацию китообразных, но на частотах, которые ни один известный вид не использует. В 2004 году гидрофонная станция на острове Уэйк зафиксировала сигнал, который специалисты первоначально классифицировали как подводное землетрясение. Сейсмографы землетрясения не подтвердили. Звук длился 18 минут и имел внутреннюю структуру. Он менял тональность, делал паузы и возобновлялся. Землетрясения не делают пауз. Запись передали в 3 независимые лаборатории. Все 3 отказались от классификации «геологический источник». Дальнейшего анализа в открытом доступе нет. Российские исследователи в 2006 году опустили в район впадины направленные гидрофоны с целью картографирования акустической среды. На глубине 4000 метров приборы начали принимать сигнал, который руководитель экспедиции Андрей Платонов описал в судовом журнале как структурированный шум с признаками модуляции. Модуляция — это изменение сигнала по определенному закону. Природные источники звука — вулканы, течения, сейсмика — не производят модулированных сигналов. Их производят передатчики или живые существа, использующие звук для коммуникации. Самый необъяснимый акустический феномен впадины зафиксирован в 2019 году автономными буями в рамках международной программы мониторинга океана. Сигнал шел с глубины около 9000 метров. Его частотный диапазон охватывал одновременно инфразвук и ультразвук. 2 противоположных конца спектра. Ни один известный природный процесс не производит звук одновременно в обоих диапазонах. Ни один известный организм тоже. Сигнал продолжался 40 секунд. Внутри него акустики из Массачусетского технологического института выделили повторяющийся фрагмент длиной около 8 секунд, который воспроизводился 5 раз подряд с минимальными отклонениями. Повторяющийся фрагмент в акустике называется одним словом — паттерн. Паттерны не возникают случайно. Акустические аномалии Марианской впадины объединяет одно — все они имеют внутреннюю организацию, которой не должно быть у случайных природных процессов. Звук там внизу не просто есть, он структурирован. И структура эта пока не поддается ни одной из предложенных интерпретаций.
В 2012 году с дна Марианской впадины подняли образцы грунта с глубины 10 900 метров. Внутри образцов обнаружили живые клетки. Это само по себе не сенсация. Микробная жизнь на больших глубинах известна науке. Сенсацией стало другое. Клетки содержали белки, построенные на основе аминокислот, которые не входят в стандартный набор из 20 аминокислот, используемых всей известной жизнью на Земле. Все живые организмы на планете, от бактерий до синих китов, строят белки из одного и того же набора. Клетки со дна Марианской впадины использовали что-то другое. Биохимики из Калифорнийского университета, изучавшие образцы, поначалу предположили загрязнение, попадание посторонних веществ в пробу при подъеме. Проверка исключила этот вариант. Нестандартные аминокислоты были интегрированы в белковые цепи, а не просто присутствовали в растворе. Это означало, что клетки сами синтезировали их как часть своей биохимии. Статья вышла в журнале Nature в 2014 году и вызвала острую дискуссию. Часть научного сообщества потребовала повторного исследования. Повторное исследование подтвердило результаты. Дискуссия после этого прекратилась. Это не потому, что нашли объяснение, а потому, что никто не знал, что с этим делать. В 2017 году японско-американская экспедиция подняла со дна впадины организм, который предварительно классифицировали как разновидность полихеты, морского червя. При детальном анализе выяснилось, что его нервная система организована принципиально иначе, чем у всех известных беспозвоночных. У него отсутствовал центральный нервный узел, аналог мозга. Вместо этого нервные клетки были распределены равномерно по всему телу и, судя по электрической активности, работали как единая распределенная сеть. Ни один из известных многоклеточных организмов не имеет такой архитектуры нервной системы. Организм прожил в лабораторных условиях 19 дней, затем погиб. За это время он не проявил ни одной поведенческой реакции, которую биологи смогли бы интерпретировать. На дне впадины существуют ксенофиофоры, одноклеточные организмы размером до 20 сантиметров, крупнейшие одиночные клетки на Земле. Это известный факт. Но в 2018 году камеры зафиксировали скопление объектов, которые первично идентифицировали как ксенофиофоры, но размером от полуметра до метра. Одноклеточный организм размером в метр противоречит базовым принципам клеточной биологии. При таком объеме клетка не может обеспечить транспорт веществ к своему центру. Образцы поднять не удалось. Манипулятор аппарата трижды терял захват, объекты буквально выскальзывали. На записи видно, что они при этом меняли форму. В 2021 году генетический анализ донных образцов из впадины выявил последовательности ДНК, не совпадающие ни с одним организмом в существующих базах данных. Не новый вид, новые последовательности встречаются регулярно. Именно структура этих последовательностей оказалась аномальной. Стандартная ДНК использует 4 азотистых основания. В образцах из впадины присутствовали участки с 6 основаниями. Синтетическая расширенная ДНК с 6 основаниями была создана в лаборатории компании Синтея в 2018 году и считалась уникальным достижением генной инженерии. На дне Марианской впадины она существовала как минимум на несколько тысяч лет раньше. Датировка осадочного слоя, в котором нашли образцы, дала возраст от 3 до 5 тысяч лет. Жизнь на дне Марианской впадины не просто выживает в экстремальных условиях. Она построена по другим правилам. В 2002 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований рассекретило часть видеоархива погружений в Марианскую впадину. Часть, не весь архив. Из 270 часов записи в открытый доступ попало 42 часа. Сотрудник управления Дэниел Форест, работавший с архивом до рассекречивания, в 2009 году дал интервью небольшому научному изданию. Он сказал, что причиной частичного рассекречивания стала не бюрократическая процедура, а конкретное решение. Часть записей была признана нецелесообразной для публикации. Форест не уточнил содержание этих записей. Через 3 недели после интервью его страница на сайте управления была удалена. Сам он на публике больше не появлялся. Японское агентство морских и земных наук в 2006 году провело серию погружений аппарата Урасима в районе впадины. По завершении экспедиции агентство опубликовало отчет объемом 218 страниц. Раздел 7 отчета, озаглавленный «Визуальные наблюдения на глубинах свыше 9000 метров», содержит единственное предложение. Данные раздела переданы на дополнительную экспертизу и будут опубликованы отдельно. Отдельная публикация не появилась ни через год, ни через 5 лет, ни через 18. Запросы журналистов по этому разделу агентство переадресовывало в Министерство образования и науки Японии. Министерство не отвечало. В 1984 году советская экспедиция на судне академик Мстислав Келдыш выполняла погружение в районе впадины. Один из операторов, Виктор Сомов, впоследствии рассказал в мемуарах, изданных в 2001 году тиражом 300 экземпляров, что камера аппарата зафиксировала на дне правильной формы углубления, расположенные в линию. Диаметр каждого около 2 метров, глубина не поддавалась измерению штатными приборами. Расстояние между углублениями было одинаковым, примерно 8 метров.
Всего в кадре было видно 7 таких объектов, уходящих в темноту. Сомов написал, что запись с этими кадрами была изъята руководителем экспедиции сразу после подъема аппарата на борт. Официальный отчет экспедиции описывает дно в этом районе как ровный осадочный слой без выраженного рельефа. В 2015 году китайский аппарат Цзяолун вернулся с погружения на глубину 6000 метров с поврежденной внешней камерой. Корпус камеры был деформирован внутрь, что физически возможно только при воздействии давления изнутри наружу, то есть при ударе изнутри корпуса аппарата. Но камера была установлена снаружи, деформация шла снаружи внутрь. Это означало, что на камеру воздействовала сила, направленная от объекта съемки к аппарату. Технический отчет зафиксировал повреждения как механическую нештатную ситуацию невыясненного характера. Запись с этой камеры за последние 40 минут погружения отсутствовала. Носитель был физически разрушен. В 2020 году исследователь Маркус Хоффман из Берлинского университета подал официальный запрос в 7 организаций, проводивших погружение в Марианскую впадину, с просьбой предоставить полные видеоархивы для независимого анализа. 4 организации не ответили. 2 сослались на технические причины. Записи не сохранились или находятся в процессе оцифровки. Одна организация ответила и прислала материалы. Хоффман опубликовал результаты анализа в 2022 году. Из присланных записей 18% содержали необъяснимые артефакты. Не технические помехи, а именно объекты в кадре, не поддающиеся классификации. Остальные 6 организаций на эту публикацию не отреагировали. Закономерность прослеживается четко. Записи из Марианской впадины исчезают, засекречиваются или остаются без объяснения не случайно, а системно. И это происходит в разных странах, в разные десятилетия, независимо друг от друга. Донный осадок Марианской впадины накапливается со скоростью около 1 сантиметра за 1000 лет. Это означает, что слой осадка толщиной в метр формировался 100 тысяч лет. В 2016 году американский аппарат Heddle Lander опустился на дно и зафиксировал в осадке следы. Неслучайные борозды от течения. Направленные последовательные отпечатки, расположенные парами с одинаковым расстоянием между ними. Специалисты из Гавайского университета, изучавшие запись, определили, что объект, оставивший следы, передвигался от края впадины к ее центру. Размер отдельного отпечатка около 40 сантиметров. Глубина вдавливания в осадок указывала на массу объекта не менее 300 килограммов. Это не первая фиксация следов на дне впадины. В 1989 году советский аппарат Мир-2 снял на видео участок дна с аналогичными парными отпечатками, но крупнее около 80 сантиметров каждый. Цепочка следов уходила за пределы освещенной зоны. Руководитель той экспедиции Анатолий Сагалевич в своих опубликованных дневниках написал одну фразу об этих кадрах. «Мы решили не приближаться». Что именно они увидели в конце цепочки следов, в дневниках не сказано. В 2018 году исследовательская группа из Университета Гонконга разработала методику анализа направления следов на дне глубоководных впадин. Применив ее к архивным записям из Марианской впадины за 30 лет, они обнаружили устойчивую закономерность. Следы на дне в подавляющем большинстве случаев направлены не хаотично, а ориентированы относительно центра впадины, точки Challenger Deep. Объекты, оставлявшие следы, двигались к этой точке, не от нее к ней. Как будто что-то в самой глубокой точке планеты притягивало все, что передвигалось по дну. В 2021 году автономный аппарат «Витязь-Д», разработанный Российским фондом перспективных исследований, совершил погружение в точку Challenger Deep и провел на дне 3 часа. Официальный отчет зафиксировал успешное выполнение всех задач. Но в техническом журнале аппарата, фрагмент которого был опубликован в специализированном издании по ошибке и затем удален, содержалась запись бортового компьютера. На 27-й минуте нахождения на дне все внешние датчики движения аппарата одновременно зафиксировали активность. Датчики реагируют на перемещение объектов в радиусе 15 метров. Запись длилась 8 секунд, затем датчики вернулись в норму. В официальном отчете этот эпизод не упомянут. Поведенческие паттерны глубоководных существ, известных науке, не предполагают целенаправленного движения к конкретной точке. Рыбы, ракообразные, черви – все они движутся в поисках пищи или спасаясь от хищника без фиксированного ориентира. То, что следы на дне Марианской впадины системно направлены к одной точке, не вписывается в известные модели поведения ни одного морского организма. Это вписывается в другую модель – навигацию. Целенаправленное движение к известному месту. В 2023 году китайская экспедиция опустила на дно впадины камеру с круговым обзором и оставила ее на 72 часа. На записи, сделанной на 41 часу, в левом верхнем секторе обзора появился объект. Он находился в кадре 12 секунд. Объект не двигался. Он был ориентирован в сторону камеры. У него была различимая структура. Не аморфное облако взвеси, ни рыба, ни медуза. Исследователи, описывавшие запись в предварительном отчете, использовали слово «смотрел».
Потом зачеркнули его и написали «был направлен в сторону объектива». Разница между этими формулировками в том, допускаем ли мы, что внизу есть кто-то, кто осознает присутствие камеры. Профессор Калифорнийского университета Роберт Кастильо специализировался на глубоководной биологии 23 года. В 2016 году он опубликовал статью, в которой утверждал, что биохимические аномалии, обнаруженные в образцах из Марианской впадины, указывают на существование независимой биосферы. Экосистемы, развивавшейся изолированно от остальной жизни на Земле не менее 100 миллионов лет. Через 4 месяца после публикации Кастильо подал в отставку, закрыл все академические профили и переехал. Его коллеги в интервью говорили, что он принял личное решение сменить направление деятельности. Ни один из них не уточнил, что именно стало причиной этого решения. Норвежский океанолог Эрик Бергстрём в 2009 году завершил 3-летнее исследование акустических аномалий Марианской впадины. Его финальный отчет объемом 340 страниц был принят Норвежским исследовательским советом, зарегистрирован под номером и помещен в архив. Опубликован он не был. Бергстрём подал апелляцию с требованием публикации. Апелляцию рассматривали 11 месяцев и отклонили без объяснения причин. В 2012 году Бергстрём дал единственное интервью на эту тему, в котором сказал: «Я знаю, что там есть. Я не могу сказать, что именно, потому что у меня нет слов для этого в научном словаре». После этого интервью он прекратил любое публичное общение на тему впадины. В 2014 году группа из 8 ученых из разных стран основала независимый консорциум по изучению глубоководных аномалий. Они собрали финансирование, разработали программу исследований и подали заявки на аренду исследовательских судов в 3 странах. Все 3 заявки были отклонены. Причины в каждом случае были разными: технические регламенты, отсутствие страховки, нарушение экологических норм. Консорциум нанял юристов и оспорил отказы. Судебные разбирательства тянулись 2 года. К их завершению 4 из 8 членов консорциума вышли из проекта. Оставшиеся 4 опубликовали открытое письмо с описанием препятствий, с которыми столкнулись. Письмо не получило освещения ни в одном крупном научном издании. Китайский биолог Лю Вэй в 2019 году представил на международной конференции по глубоководным исследованиям предварительные результаты анализа ДНК из образцов впадины, те самые данные о 6 азотистых основаниях. Его доклад был включен в программу конференции. За день до его выступления организаторы сообщили, что секция, в которой должен был выступать Лю Вэй, отменяется по техническим причинам. Остальные доклады секции были перенесены в другие временные слоты. Доклад Лю Вэя нет. Он опубликовал результаты самостоятельно через университетский репозиторий. Статья набрала 4000 просмотров за первые сутки и была удалена администрацией репозитория как не прошедшее внутреннее рецензирование. Повторная подача в 3 рецензируемых журнала получила отказ от каждого без указания конкретных замечаний. Американский геолог Патрик Уорд в 2022 году запросил через закон о свободе информации полный список всех засекреченных материалов по Марианской впадине, хранящихся в федеральных архивах. Ответ пришел через 6 месяцев. Список засекреченных материалов засекречен. Уорд подал судебный иск. Дело было закрыто на основании поправки о национальной безопасности. Марианская впадина, это яма в дне океана. Ее содержимое каким-то образом относится к национальной безопасности Соединенных Штатов. Ученые, которые говорили, замолкали. Ученые, которые пытались продолжать, сталкивались с препятствиями, которые не бывают случайными одновременно в разных странах на протяжении 30 лет. То, что находится на дне Марианской впадины, кто-то очень последовательно не хочет делать предметом публичного обсуждения. В 2023 году гидрофонная сеть Тихого океана зафиксировала сигнал, который специалисты опознали немедленно. Это был блуп, тот самый звук из 1997 года, который официально объяснили антарктическим ледником и закрыли тему. Он вернулся. Частотная характеристика совпадала с оригинальной записью на 98%. Источник снова располагался в районе Марианской впадины. Но на этот раз сигнал был громче. Примерно в 2 раза мощнее оригинала. И он повторился. Не 1 раз. 17 раз за 22 дня с нерегулярными интервалами от 9 часов до 3 суток. Нерегулярный интервал – это ключевая деталь. Природные циклические процессы имеют либо четкий период, либо полностью случайное распределение. 17 повторений с нерегулярными, но ограниченными интервалами – это статистическая картина, характерная для биологической активности. Именно так ведут себя живые существа, не с точностью метронома, но и не хаотично. На 14-й день серии сигналов произошло то, что не случалось никогда прежде. Гидрофоны зафиксировали ответный сигнал. Он пришел не из впадины. Он пришел с расстояния около 800 километров к северо-западу.
Другой источник, другая частота, но та же структурная организация, нарастание, пауза, повторяющийся фрагмент. Два источника обменялись сигналами трижды за 6 часов, затем оба замолчали одновременно. Акустики из мониторинговой сети опубликовали технический бюллетень с описанием события. Формулировка была предельно осторожной. Зафиксированы акустические события неустановленного происхождения с признаками пространственной корреляции. Пространственная корреляция – научный способ сказать, что два источника реагировали друг на друга. Бюллетень был опубликован на закрытом техническом портале и не предназначался для широкой аудитории. Его обнаружил и скопировал независимый исследователь из Канады, после чего документ был удален с портала. Копия существует. Параллельно с серией сигналов в 2023 году спутниковые термографические данные зафиксировали в районе впадины температурную аномалию на поверхности воды. Участок площадью около 100 квадратных километров был на 0,8 градуса теплее окружающего океана. Такие аномалии обычно указывают на подъем теплых глубинных вод, upwelling, но океанографические данные не показали вертикального движения водных масс в этом районе. Тепло появилось без движения воды. Аномалия держалась 18 дней, точно в период, когда фиксировались сигналы, и исчезла в тот же день, когда сигналы прекратились. Совпадение по времени между акустическими сигналами и температурной аномалией не было отмечено ни в одном официальном документе. Их связь установил тот же канадский исследователь, сопоставив данные из двух независимых источников. Его публикация в научном блоге набрала 200 тысяч просмотров за 2 суток. Затем платформа заблокировала статью как недостоверную информацию. Апелляция автора была отклонена. Последний из 17 сигналов был зафиксирован в 3 часа 42 минуты по всемирному координированному времени 23 ноября 2023 года. Он был самым длинным из всей серии — 4 минуты 7 секунд. Внутри него акустики выделили 112 отдельных элементов. 112 — это не случайное число. Это точное количество элементов, зафиксированных в оригинальном сигнале Bloop в 1997 году. 26 лет спустя, с глубины 11 километров, кто-то или что-то воспроизвело тот же сигнал с той же внутренней структурой. Точно. Без ошибок, как будто помнило. Вопрос, заданный в начале, звучал просто: что на самом деле лежит на дне Марианской впадины? За 10 глав накопился конкретный список фактов. Живые клетки с нестандартной биохимией, ДНК с 6 азотистыми основаниями возрастом несколько тысяч лет, структурированные акустические сигналы, которые помнят себя спустя 26 лет. Свет без источника, следы, ведущие к одной точке, объект в кадре, который смотрел в сторону камеры. Ни один из этих фактов не был опровергнут. Каждый из них был засекречен, удален, проигнорирован или объяснен версией, которая не выдерживала проверки цифрами. В 2024 году Пентагон впервые официально признал существование программы мониторинга необъяснимых явлений в Мировом океане. Программа существует с 1992 года. Ее бюджет засекречен, ее результаты засекречены. Единственное, что стало известно из официального признания, программа активно работает в 3 географических зонах. Одна из них — район Марианской впадины. Пентагон не объяснил, что именно они мониторят и что обнаружили за 32 года работы. Картина, которую дают все задокументированные факты вместе, допускает несколько интерпретаций. Первое. На дне впадины существует биосфера, развившаяся независимо от остальной жизни на Земле, включающая организмы с принципиально иной биохимией и, возможно, иными принципами организации. Эта биосфера производит свет, звук и движение, которые фиксируют приборы. Вторая интерпретация сложнее. Организованность сигналов, их способность воспроизводить себя через десятилетия и реагировать на внешние источники указывает не просто на жизнь, а на жизнь с памятью и коммуникацией. Третья интерпретация никогда не произносится вслух в официальных документах, но логически вытекает из совокупности фактов. То, что находится на дне Марианской впадины, знает о нашем присутствии. Оно реагирует на зонды, оно смотрит в камеры, оно воспроизводит наши сигналы. Исследованность Марианской впадины составляет менее 5% от ее общей площади. Это официальная цифра. 95% самого глубокого места на планете человек никогда не видел. За 60 лет погружений зафиксированы световые аномалии, акустические паттерны, биохимические несоответствия на исчезнувшие аппараты и направленные следы. И все это на основе 5% изученной территории. Это означает, что то, что уже известно, только верхний слой того, что там есть. Если вас также завлекает таинственность Марианской впадины, как меня, загляните на наш сайт wideori.com, там еще больше захватывающих историй и статей. А вдруг мы уже нашли ответ на вопрос, что же там на дне? Ссылка в описании. Засекреченность информации о впадине не случайна и не бюрократична. Она системна, она охватывает несколько государств, она применяется последовательно на протяжении десятилетий. Государства засекречивают то, что представляет угрозу, или то, чего не понимают. Иногда и то, и другое одновременно. Применительно к Марианской впадине оба варианта равно возможны. Что на самом деле лежит на дне, неизвестно.
Это честный ответ. Но известно другое. Там что-то есть, оно активно, оно организовано, и те, кто знает об этом больше остальных, молчат. Последний факт, который стоит запомнить, в 2024 году ни одна страна мира не объявила о планах нового пилотируемого погружения в точку Challenger Deep. Люди перестали туда спускаться именно тогда, когда приборы начали фиксировать там наибольшую активность. Это может быть совпадением, но совпадений в этой истории не бывает.